Сегодня буду печь пирожное с крем-сыром и разной начинкой, но начинка будет находиться в самом тесте. Тесто будет красный бархат, Эрл Грей и матча. Для этого нам понадобится крем-сыр типа Филадельфии, 2 упаковки по 175 граммов, итого 350 граммов. Сахарная пудра 40 граммов, просеять. И тщательно размешать до полного растворения сахарной пудры в креме. Ложечкой для мороженого делаю одинаковые шарики, 12 штук. Можно использовать обычную ложку. Ставлю в морозильную камеру. Пока буду заниматься тестом. Для этого надо 200 граммов сливочного размягченного масла, взбить с солью, 3 щепотки соли, 195 граммов сахара. Это на 3 порции, то есть по 70 граммов сливочного масла и по 65 граммов сахара. Теперь постепенно вбиваем по одному яйцу. Яйца должны быть небольшие, в среднем по 40 граммов каждое. И должны быть комнатной температуры для того, чтобы они лучше взбились со сливочным маслом. Вбиваем по одному. Теперь нужно взвесить и разделить на 3 равные части. Первая начинка у нас будет с чаем Эрл Грей. Любой чай с бергамотом, какой у вас есть. Добавляю сюда 2 грамма разрыхлителя, цедру 1 лимона. Натираем на терочке только верхний слой, желтую часть до белой части. Вот у меня чай с бергамотом. Я его измельчила вот в такой ступочке до пыли. 2 грамма нужно такого чая. Перемешиваем лопаточкой. Добавляем либо чайную ложку экстракта ванили, либо несколько капель эссенции, как у меня, и 140 граммов муки. На это тесто нужно 140 граммов муки. Это ваниль у меня. Тщательно перемешиваем. И выкладываем на пергамент. Заворачиваем и кладем в холодильник. Теперь будем готовить второй. Во второе тесто тоже кладем 2 грамма разрыхлителя, 20 граммов какао смешиваем со 120 граммами муки. Перемешиваем. Добавляем несколько капель эссенции ванильной или чайная ложка экстракта ванильной или ванильный сахар. Все просеиваем теперь муку с какао. И добавляем сюда красный краситель пищевой. Я добавила 8 капель красного красителя. Красители продаются в кондитерских магазинах. Должна быть красно-коричневая масса. Тоже выкладываем на пергамент и кладем в холодильник. И третье тесто у нас будет с зеленым чаем матча. Оставшееся сливочное масло наше. Сюда у нас пойдет 110 граммов муки,
2 грамма разрыхлителя и 30 граммов чая матчи, любого чая матчи, какой у вас есть. Опять добавляем несколько капель ванильной эссенции. И просеиваем сюда муку с чаем. Все перемешиваем, кладем на пергамент и тоже убираем пока в холодильник. Достаем из морозилки замороженные шарики крем-сыра и первое тесто, которое с цедрой и с чаем с бергамотом. Делаем такие лепешечки, делим тесто на 4 равные части. В серединку лепешечки кладем сырную начинку, заворачиваем края и выкладываем на противень. Верх оставляем видным, чтобы сыр выглядывал. Теперь достали начинку теста с начинкой красный бархат. И делаем точно так же. Из каждого кусочка теста должно получиться 4 пироженка. И теперь чай матча. Тоже делим на 4 равные части. Поставили духовку на 180 градусов разогреваться. Первые 10 минут выпекаем при температуре 180 градусов. Остальные 18-20 минут при температуре 170 градусов. Верх можно еще украсить миндальными хлопьями, орешками. Это уже по вашему желанию. Убираем в духовку. Прошло полчаса, первые 10 минут при 180 градусах и 20 минут при 170. Когда остыли, перекладываем на тарелочку и можно дегустировать. Пирожные очень вкусные, очень нежные. Красный бархат я уже пекла. С чаем матча я пекла первый раз. И чай с чаем Эрл Грей и с цедрой с лимонной мне очень понравилось. Это тоже мой эксперимент. Очень вкусная, нежная начинка. Пирожное нужно хранить в холодильнике, потому что внутри у нас сырная начинка. Никаких консервантов. Я половину пирожных кладу в морозильную камеру, а половину в холодильник. Пирожные такие большие, что я их поделила пополам и упаковала каждую половинку в отдельный пакетик. Вот так упаковала по пакетикам. Этого можно не делать. Можно просто сложить в контейнер и убрать в холодильник или в морозилку. Потом из морозилки вы достаете через время, несколько секунд в микроволновке или при комнатной температуре оно оттаяло. И такое ощущение, как будто бы вы только его приготовили. Половину я уберу сейчас в морозилку в этом контейнере, а это оставлю в холодильном отделении и просто кушать. Если понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо большое за просмотр.